Всем здорово, народ, сегодня у нас PvP-шный гайд на Shadow. Представь, всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Давайте начнем с билдачка, с талантов я вам покажу две вариации, два билда. Первый плюс-минус, наверное, базовый, с которым я рекомендую бегать, и второй нацелен на чуть лучшую выживаемость с небольшими жертвами в виде дамага и так далее. Значит, смотрите, вот первый стандартный билд. В чем здесь соль? Выкачиваем в двойку талант средоточия исцеления, чтобы понизить штраф, если нас будут очковать. Он опять же будет полезен достаточно против милишников. В режиме 1х1 постоянно вас будут тыкать, да и в солоке вас всегда милишники рано или поздно настигают. Поэтому все-таки данный талант я бы рекомендовал брать. Но если он вам не нравится, без проблем отказываемся и качаем в двойку, например, улучшенное слово силы стойкость. Будет неплохо. И сейчас показываю второй билдачок, который нацелен на большую и лучшую выживаемость. И при этом с минимальными потерями по демеджу и в целом по функциональности. В данном билде мы отказываемся от таланта улучшенный взрыв разума, прокачиваем себе в двойку крепкие объятия вампира и в двойку прокачиваем улучшенное слово силы стойкость. Соответственно, будет проще жить, чуть попроще просто будет нам вампириться, в целом хилиться, и хпшки будет чуть побольше. Символы. Здесь большие символы всегда берем следующие, без исключения. Это большой символ на тучку, символ слияния с тьмой. Второй обязательный большой символ — это символ внутреннего огня. Нереально мощный баф, и без символа с символом еще мощнее становится. Вот просто две разницы. Когда на вас действует баф внутреннего огня, вас милишники слабо пробивают. Как только он спадает, все, там каждая тычка пол хп вам сносит, поэтому еще больше разгоняем внутренний огонь и данный символ берем. Третий большой символ — это символ сдерживания плети для максимальной скорости каста нашей кнопки, которая контролит нежить. Малые символы не так важны, но максимально эффективные — это символ растворения в тени, который позволяет нам еще больше маны экономить. Просто будет дешевле кнопка стоить. Символ левитации можно брать, можно не брать. И символ сковывания нежити. Чтобы увеличить дальность действия нашей кнопки, тоже берем всегда. В общем, символ на левитацию можно брать, можно не брать. Все остальное берем, как у меня. Если вы стоите на фрикасте и вам дают кастовать, вообще вот просто рассматриваем ситуацию в вакууме, да, какая идеальная бурстовая для нас ротация? Вот, например, это будет наш противник, это будет наш таргет, который мы хотим бить. Мы нажимаем туда прикосновение вампира, накидываем тудой всепожирающую чуму, накидываем слово тьмы боль, взрываем его разум и начинаем через пытку разума просто высасывать у него душу, высасываем, и вот так вот ждем, пока дотки висят. Как только дотки подходят к концу, заново их обновляем. Это вот если мы стоим просто на фрикасте. Не забываем взрывать разум у противника, чтобы у него был дебаф на исцеление. Уяснили, да. И когда все дотки есть и все дебафы накинуты, также продолжаем кастовать пытку разума, это все понятно. Теперь про захилочную ротацию. В идеале, допустим, вы накинули дотки, там, не знаю, заферяли вражеского игрока, тпшнулись за колонну, и что вы хотите сделать? Вы накидываете на себя молитву восстановления. С вас, кстати, сбрасывается облик тьмы, это мы помним, да? Потом накидываем на себя баф обновления, кастуем, допустим, разочек быстрое исцеление, накидываем на себя щит, и все, и спокойненько идем дальше махаться. На вас будет действовать обновление, которое вас постепенно пассивно регенит, и на вас будет один раз прок молитвы восстановления работать. Потому что этот баф перекидывается между союзниками. Если возле вас союзников нету, вас один раз ударят, хилка пройдет, но никуда не перелетит. Но один раз она вас захилит. Захилит приятно, поэтому все равно используем. Это я говорю про режим 1х1. Если вы в солоке, допустим, играете в 3 на 3 или в 2 на 2, то тогда вообще никаких проблем нету. Тогда просто клацайте молитву восстановления, она будет постоянно прыгать на вас, на союзника, на вас, на союзника. Это хорошо. По поводу раскидывания бафов. У нас их до хрена и больше. Во-первых, слово силы стойкость повышает нам выносливость. Потом защита от темной магии, которая, соответственно, защищает нас от темной магии. Сопротивление повышает. Потом божественный дух, который нам апает наш дух. Также присутствует личный баф, который не диспелимый. Это объятие вампира. Позволяет нам вампириться заклинаниями, по сути. И наш супер мощный сейв баф — это внутренний огонь, который позволяет нам от милишников супер мощно защищаться. Усиливает нам броню, с талантом еще больше усиливает броню, плюс еще и силу заклинаний увеличивает, чтобы мы больше дамажили. Поэтому вам критично важно поставить себе аддон, например, который отслеживает ваши бафы. Например, вас бьют, и сбили с вас все стаки внутреннего огня. Бам, пропал ваш баф. Все, у меня, видите, сразу появляется иконка, которая говорит мне: заюзай баф, и я сразу же клацаю на себя внутренний огонь. Все, иконка пропала. У меня есть видеоролик, где я полностью разбираю все свои аддоны, настройки своего интерфейса в придачу, поэтому переходите, смотрите, там вся инфа присутствует. И поскольку наши бафы могут воровать или с нас диспелить вражеские игроки, важно в правильной последовательности их на себя накинуть. Сначала мы накидываем на себя самые важные бафы, а потом самые неважные, потому что в обратном порядке они будут диспелиться. Короче, порядок такой. Накидываем защиту от страха.
которая действует 3 минуты. Это против феров любых работает. Крестовских, локовских, неважно. Защита от страха. Потом слово силы стойкость. Увеличиваем себе выносливость. Потом накидываем темную магию. Потом дух. И потом уже объятие вампира и внутренний огонь, который не диспелится. Если вас начнут диспелить, сначала пропадет дух, потом пропадет защита от темной магии, потом выносливость и только потом защита от страха. Очень любят вражеские присты, если вы попадаетесь в дуэлях или там на арене. Если они видят, что на вас есть баф защита от страха, они попытаются максимально вот все сделать, чтобы с вас его задиспелить. А вы пытаетесь все сделать, чтобы его отсрочить диспел. Поэтому прячьте ваши бафы, это важно. По поводу приоритета характеристик, народ. Самое важное для нас это скорость. Ее нужно набрать не менее 700 единиц. Поэтому еще раз. 700 плюс скорости, 1100 плюс устойчивости, 4,5-5% меткости, где-то 170 единиц пенетры и все остальное в силу заклинаний. Профессии, которые нам надо прокачать. Если мы говорим про Сирус, у нас здесь 4 варианта. Это всегда инженерное дело ради нашей нарукавной зажигательной ракетницы. Кузнечное дело позволяет нам вырезать один дополнительный сокет в наручах и один дополнительный сокет в перчатках, чтобы туда вставить дополнительные гемы. За счет портняшки мы можем зачарить наш плащ светлотканной вышивкой, чтобы увеличить себе силу заклинаний. А за счет ювелирки мы можем себе усиленные гемы вставлять до 3 штук в наши шмотки. По поводу основного гема, который мы вставляем в наш шлем, это гем на интеллект и вероятность восполнить ману. Не стоит бегать с гемом на крит, от него будет меньше толку. Ну и теперь давайте покажу вам в целом своего перса, на котором бегаю. Здесь немножечко не хватает скорости, мне нужно просто пару гемов из силы заклинаний вставить на скорость. Ну а все остальное здесь, по сути, хорошо сделано. Можете вот увидеть чарки, камни и так далее. Светлотканная вышивка — это за счет портняги. И нарукавная зажигательная ракетница за счет инженерки. Теперь поговорим про лучшие созвездия для Shadow Priest'а. Это либо созвездие Безликого, они же эльфы бездны, либо созвездие Демона, они же Эридары. Если у вас нету прокачиваемых созвездий, открываемых, то имеет резон взять созвездие Часового. Как вы могли заметить, данный гайд является неполной версией моего основного гайда, который я запилил на Бусти. Подробный разбор кнопок, подробный разбор геймплея, а также весь мой остальной контент будет вам доступен по подписке. PvP-гайды на различные классы, на различные спеки от ДК до Паладина, а также полный гайд по моему интерфейсу и аддонов для PvP. В общем, переходите на мой Бусти, первая ссылка в описании и в закрепленном комментарии, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь.